История британского океанического судна королевы Елизаветы-2. Судно «Королева Елизавета-2» – это бывший британский океанский лайнер, в данное время переоборудованный в плавучий отель. Первоначально построенный для Cunard Line, судно «Королева Елизавета-2» эксплуатировался Cunard как трансатлантический лайнер и как круизный лайнер с 1969 по 2008 год. Затем он стоял на приколе до переоборудования и с 18 апреля 2018 года работал как плавучий отель в Дубае. Судно было разработано для трансатлантического обслуживания от своего дома-порт в Саутгемптон, Великобритания, в Нью-Йорк, США, и был назван в честь ранее Cunard лайнера королевы Елизаветы. Он служил флагманом линейки с 1969 года, пока ее не сменил Queen Mary 2 в 2004 году. Королева Елизавета-2 была спроектирована в офисах Cunard в Ливерпуле и Саутгемптоне и построена в Клайдбанке, Шотландия. Он считался последним из трансатлантических лайнеров, пока Queen Mary 2 не вступила в строй. Круизный лайнер «Королева Елизавета-2» был также последним пассажирским пароходом, работающим на нефтяном топливе, который пересек Атлантику в регулярных рейсах. Судно неоднократно сталкивался с механическими проблемами после ежегодного капитального ремонта. В ноябре 1983 года проблемы с котлом заставили Cunard отменить круиз, а в октябре 1984 года электрический пожар привел к полной потере мощности. Корабль задержался на несколько дней, прежде чем удалось восстановить электричество. Вместо того, чтобы заменить «Королева Елизавета-2» новым судном, Cunard решил, что разумнее просто внести в нее улучшения. Таким образом, с 27 октября 1986 года по 25 апреля 1987 года судно «Королева Елизавета-2» претерпело одну из самых значительных работ по модернизации, когда Lloyd Werft переоборудовал ее на своей верфи в Бремерхафене, Германия, с паровой на дизельное топливо. Были установлены дизельные электрические двигатели, новые гребные винты и система рекуперации тепла для использования тепла, выделяемого двигателями, что вдвое снизило расход топлива. Предполагалось, что с этой новой силовой установкой судно прослужит еще 20 лет с Cunard. Также были модернизированы пассажирские помещения. Ремонт стоил более 100 миллионов фунтов стерлингов. 7 августа 1992 года нижняя часть корпуса была сильно повреждена, когда судно село на мель к югу от острова Катиханг, возле виноградника Марты, возвращаясь из пятидневного круиза в Галифакс, Новая Шотландия, вдоль восточного побережья США и Канады. Сочетание ее скорости, неизведанного мелководья и недооценки увеличения осадки корабля из-за эффекта приземления привело к тому, что корпус корабля скреб по дну океана. В результате аварии пассажиры высадились раньше, чем планировалось, в соседнем Ньюпорте, штат Род-Айленд. И судно было выведено из эксплуатации на время временного ремонта в сухом доке в Бостоне. Спустя несколько дней водолазы обнаружили красную краску от киля на ранее не нанесенных на карту скалах в том месте, где корабль ударился о дно. К середине 1990-х было решено, что судно «Королева Елизавета-2» должен быть обновлен, и в 1994 году корабль был подвергнут многомиллионному ремонту в Гамбурге под кодовым названием Project Lifestyle. 11 сентября 1995 года судно «Королева Елизавета-2» столкнулся с волной убийцы, оцениваемой в 90 футов 27 метров, вызванной ураганом Луис в северной части Атлантического океана, примерно в 200 милях к югу от восточного Ньюфаундленда. Большой, хорошо построенный корабль получил незначительные повреждения.
и сообщалось о небольшом количестве раненых. Год спустя, во время своего 20-го мирового круиза, он прошел свою 4-миллионную милю. Корабль совершил 185 облетов вокруг планеты. Он совершал регулярные круизы по всему миру в течение почти 40 лет службы, а позже эксплуатировалось преимущественно как круизное судно, отплывающее из Саутгемптона, Англия. У судна королевы Елизаветы II не было напарника, и она никогда не выполняла круглогодичные еженедельные трансатлантические экспресс-перевозки в Нью-Йорк. Тем не менее, она продолжила традицию Кунарда регулярных трансатлантических пересечений каждый год своей службы. После приобретения Cunard Line корпорацией Carnival в 1998 году в судне была проведена реконструкция стоимостью $30 миллионов США, которая включала обновление различных общественных помещений и новую цветовую палитру в пассажирских каютах. Королевский променад, где раньше размещались высококлассные магазины, такие как Burberry, H-Steorn и Aquascatum, был заменен типичными для круизных лайнеров бутиками, торгующими духами, часами и предметами с логотипами. Во время этого ремонта корпус был полностью очищен, и корабль был перекрашен в традиционные цвета Cunard, матовый черный с белой надстройкой. 29 августа 2002 года королева Елизавета II стала первым торговым судном, прошедшим более 5 миллионов морских миль в море. В 2004 году судно прекратило курсировать по традиционному трансатлантическому маршруту и приступило к постоянным круизам. Трансатлантический маршрут был назначен новому флагману Cunard, Queen Mary II. Однако судно королева Елизавета II по-прежнему совершал ежегодный мировой круиз и регулярные путешествия по Средиземному морю. К этому времени ему не хватало удобств, чтобы конкурировать с новыми, более крупными круизными лайнерами. Но у него все еще были уникальные особенности, такие как бальные залы, больница и библиотека с 6000 книгами. Судно оставалось самым быстрым круизным лайнером на плаву. 28,5 узлов с экономией топлива на этой скорости на высоте 49,5 футов галлона. Во время крейсерского полета на более низких скоростях эффективность была повышена до 125 футов на галлон. В конце ее мирового круиза в 2005 года некоторые части ее произведений искусства были повреждены, когда некоторые члены экипажа, находившиеся в нетрезвом состоянии на вечеринке на борту, совершили вандализм в общественных местах корабля. Уникальный гобелен с изображением королевы Елизаветы II, заказанный для спуска корабля на воду, был выброшен за борт пьяным матросом. Также были повреждены картина маслом королевы Елизаветы II и 2 других гобелена, а также часть развлекательной зоны и спасательная шлюпка. Причастные к этому члены экипажа были уволены со службы. С 5 ноября 2004 года судно королева Элизабет II стал самым больше эксплуатированным лайнером Cunard и превосходя судно Аквитания Сек 35 лет, а 4 сентября 2005 года во время разговора в порт Сиднея, Новая Шотландия, судно королева Элизабет II стал самой длинной сервировкой Канардер, превысив судно Скифия. 20 февраля 2007 года судно королева Елизавета II во время своего ежегодного мирового круиза встретило своего напарника и преемника флагманского корабля королева Мария II в Сиднейской гавани, Австралия. Это был первый раз, когда 2 Cunard Queens были вместе в Сиднее с тех пор, как королева Мария и королева Елизавета служили военными кораблями в 1941 году. Судно королева Елизавета II
прекратила свою действующую службу к июню 27 ноября 2008 года. Она была приобретена частным инвестиционным подразделением Dubai World, которое планировало начать переоборудование судна в плавучий отель на 500 номеров, пришвартованный на острове Пальма Джумейра в Дубае. Однако вмешался финансовый кризис 2008 года, и судно было оставлено на приколе в дубайских сухих доках, а затем и у мины Рашид. Последующие планы конверсии были объявлены в 2012 году, а затем снова Oceanic Group в 2013 году, но оба плана зашли в тупик. В ноябре 2015 года Cruise Arabia and Africa процитировала председателя DP World Ахмеда Султана бин Сулайма, который сказал, что судно «Королева Елизавета II» не будет списан, а строительная компания из Дубая объявила в марте 2017 года, что с ней был заключен контракт на ремонт корабля. Восстановленный круизный корабль «Королева Елизавета II» открылся для посетителей 18 апреля 2018 года как плавучий отель после капитального ремонта. Более 2,7 миллионов были затрачены на работу по модернизации и восстановлению корабля в соответствии с гостиничными стандартами. Это включало полную перекраску корпуса и замену регистратуры порт Вела на Дубай на ее корме. Это мягкое открытие, а остальные работы продолжались. На борту находится новая выставка наследия судна «Королевы Елизаветы II», примыкающая к вестибюлю, подробно рассказывающая об истории судна. По состоянию на апрель 2018 года торжественное открытие завершенного отеля и аттракциона было назначено на октябрь 2018 года. Судно эксплуатируется ПКК Hotels, подразделением корпорации портов, таможни и свободных зон, которая принадлежит правительству Дубая.